Всем здравствуйте! С вами Любовь, и вы на моем рукодельном канале, где можно найти интересные идеи для творчества. Скоро Пасха, и мне захотелось сшить пасхальную корзинку для угощений. Такой милый и уютный аксессуар обязательно добавит праздничного настроения. Поделюсь с вами этим процессом, может кто-то вдохновится и захочет шить что-то подобное. Нашла небольшие кусочки белой ткани для верха и яркую весеннюю для нижней части корзинки. Внутреннюю часть сделаю из салфеток. Можно использовать любую ткань, которая подойдет по цвету. Из плотного картона вырезала шаблон зайчика. Высота туловища 7,5 см, голова 9 см, ширина 8 см. Вставлю слайд с размерами деталей. При необходимости можно остановить видео и посмотреть размеры. Из подкладочной ткани вырежу полосу шириной 9 см и длиной 84 см. Из цветной ткани вырежу такой же прямоугольник. Еще один прямоугольник вырезаю из белой ткани. Его размер 21 см на 84 см. Соединю все полоски вместе. На белую полосу по краям кладу цветные, лицом к лицу, и прокладываю строчку. Полученную деталь складываю пополам и проутюживаю. Припуски отгибаю на цветную ткань, чтобы не просвечивались. Соединительный шов с лицевой стороны закрою кружевом. Оно у меня двух цветов. Использую остатки, мне кажется, так даже интересней. Заготовку складываю пополам лицом внутрь, совмещаю швы и скалываю булавками. От края отступила 1 см, приложила шаблон и обвела по контуру. Передвигаю шаблон, кладу в стык с предыдущим и обвожу. Должно получиться 10 зайчиков. С другой стороны остается припуск 1 см на стачивание. Строчку прокладываю, отступив от линии внутрь 0,5 см. Это припуск на шов, и он заложен в шаблоне. Первого зайчика начинаю сшивать от самого низа. Всех остальных только до цветной ткани. Последнего тоже до самого низа. Вырезаю всех зайчиков по намеченной линии. Здесь нужно запастись терпением и резать не спеша. Детали мелкие, и работать нужно аккуратно, чтобы не разрезать строчку. Длину стежка использовала 2 мм. И шить удобнее, и будет прочнее. Теперь сделаю небольшие насечки между ушками, на соединении головы с ушками и в местах соединения головы и туловища. Выверну заготовку на лицевую сторону. Ушки буду выворачивать с помощью палочки для суши. Выворачиваю аккуратно, не спеша, без особого энтузиазма, чтобы не разошелся шов. Работа кропотливая и занимает какое-то время. После того, как закончила с ушками, заготовку проглажу с паром. В качестве наполнителя использую обычный синтепон. Сначала заполняю только ушки. Небольшие кусочки синтепона палочкой проталкиваю до самого конца и распределяю по всему ушку. Синтепоном не увлекаюсь, достаточно, чтобы ушки держали форму. Отрезаю цветные нитки и завязываю на ушках бантики. У меня будут зайчики-девочки. Узкая атласная лента тоже сюда подойдет. Для мальчиков, конечно, нужно подобрать более подходящие цвета, лучше всего в тон к штанишкам. Зайчиков разделю строчкой, не доходя до края 1 см. Это припуск, чтобы зашить низ заготовки. Заполню синтепоном туловище зайчиков. Особое внимание нужно уделить мордочкам. Синтепона кладу побольше, чтобы корзинка хорошо держала форму. Хорошо уплотняю и равномерно распределяю, чтобы поверхность была ровной. Мне нравится создавать поделки своими руками. Наслаждаюсь процессом и получаю удовольствие. Всегда интересно, что получится в результате. С синтепоном закончила. На бантике пришила бусинки. Дополнительный декор и зафиксировала бантики. Теперь точно никуда не съедут. Свободные края внизу подворачиваю и фиксирую булавками. Для соединения использовала строчку зигзаг. Длина стежка 5 мм. Соединю заготовку в кольцо вручную, используя потайной шов. Для прочности прошла с обеих сторон. Замеряю диаметр круга. Получилось 24 см.
Из плотного картона вырезаю круг диаметром 21 см. Из основной ткани вырезаю круг с припуском 3 см. Из подкладочной ткани вырезаю круг с припуском 1,5 см. Проложила наметку на круге из основной ткани, от края отступила 1 см. Вставлю внутрь картонный круг, который обклеила синтепоном. Стягиваю наметку и завязываю края ниток. Из альбомного листа вырезала круг диаметром 20 см. Соединю его с заготовкой из подкладочной ткани. Чтобы склеить детали, использовала клей-карандаш. Он не оставляет следов на ткани и работать с ним удобно. Подровняю края и сделаю надсечки по всему контуру. Нанесла клей на край бумажного круга и приклеила припуск. Потом это упростит мне работу. Подготовленный круг кладу на дно и закреплю булавками. Пришью по контуру иголкой вручную. Делю заготовку на 4 части, ставлю контрольные точки. Соединю с основной деталью. Совмещаю контрольные точки, равномерно распределяю по контуру и фиксирую булавками. Соединяла детали тоже вручную. Нитки взяла в тон подкладки. При стачивании боковую стенку слегка припосаживаю, чтобы совместить метки. За счет этого корзинка получит дополнительный объем. По краям остались небольшие бортики, и я их соединю с дном корзинки, заодно и шов закрою. Вот что у меня получилось. Для корзинки подготовила ручку. Вырезала 2 полоски шириной по 4 см и длиной 60 см. Каждую сшила, в середину вложила слимтекс для объема и вставила полоски из пластика, чтобы придать жесткость ручке. Потом соединила готовые полоски тесьмой. Украсила бантиком с бусинами. Закрепила ручку с внутренней стороны к основной детали потайным швом. Пришивала только к цветной ткани. На этом уже можно закончить пошив, но я решила шов соединения основной детали с дном задекорировать тесьмой. Вначале зафиксирую тесьму булавками, чтобы удобнее было работать. Тесьму пришью вручную потайным швом. Самая приятная часть работы. Осталось нарисовать зайчиком мордочки. Сначала взяла ткань, на которой шила, и попробовала рисовать. Маркер на ткани растекается и смотрится некрасиво, а вот акриловые краски подошли идеально. Простым карандашом наметила место глазок и носика и потом уже рисовала красками. Вместо кисточки использовала обычную зубочистку. Контур получился ровный и четкий. Румянец на щечках можно сделать ватной палочкой или нанести румяна кисточкой, что найдется под рукой. Пасхальные поделки обладают особой энергетикой и наполняют наш дом радостью и счастьем. Смастерить их можно из того, что есть дома. Наверняка у каждой хозяйки найдется что-то подходящее. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.